Во французском Гренобле стартовал пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2021-2022. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, чисто исполнив все элементы. Ученица Этери Тутберидзе представила новую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зора. За свой прокат 17-летняя фигуристка получила 77,94 балла. Щербакова исполнила ее без ошибок. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутс плюс тройной тулуп. Второе место занимает еще одна ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная 76,44 балла. Алена чисто откатала короткую программу без тройного акселя на Гран-при Франции в Гренобле. Она исполнила двойной аксель, тройной лупс и каскад тройной флип тройной тулуп. Все вращения 4-го уровня, дорожка, 3-го. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не стала вступать в спор с тренером Этери Тутберидзе по поводу тройного акселя в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. В последний момент перед выходом на старт я подъехала к Этери Георгиевне, мне сказали прыгать двойной аксель. Подумала, может быть пойти в тройной, но во время программы я подумала, что не буду спорить со своим тренером. В прокате довольна практически всем, кроме дорожки, сказала Косторная. В короткой она откатала программу Нью-Йорк-Нью-Йорк. Мне нравилась прошлая программа, но мой тренер и я решили изменить ее, так как эту программу мне легче понять то, что я катаю, добавила фигуристка. Замыкает тройку лучших Ксения Синицына 69,89. Ксения начала свое выступление с двойного акселя. Затем исполнила тройной флип и каскад тройной лупс, тройной тулуп. Свои произвольные программы на французском этапе Гран-при фигуристки представят 20 ноября. В Японии обсуждают выступление восходящей звезды российского фигурного катания Майи Хромых. 15-летняя спортсменка впервые приняла участие во взрослых соревнованиях и заняла второе место. Читатели The Answer поражены успехом юной фигуристки. С такой подготовкой российские спортсменки не оставляют никому шансов, считает один из них. The Answer Япония. Повторит ли Хромых достижения Загитовой? Новая восходящая звезда, заблиставшая в олимпийский сезон, стремится к выполнению тройного акселя и четверного сальхова. Майя Хромых заняла второе место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии. 15-летняя фигуристка, дебютировавшая на взрослом уровне, заявила, что она будет совершенствовать тройной аксель и четверной сальхов к чемпионату России в декабре, по итогам которого произойдет отбор на Олимпиаду. Талантливая российская фигуристка, занявшая второе место на Гран-при Италии, хочет сделать 3 четверных прыжка. Майя Хромых, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, поделилась собственными планами на чемпионат России, который также станет отбором на Олимпийские игры в Пекине. Хотя Майя заняла второе место в Италии, по ее словам, она готовилась к национальному чемпионату с самого начала сезона. «Очень хочу поехать туда с 3 четверными прыжками и хочу выучить тройной аксель. А что касается игр в Пекине, то наши результаты все расставят на свои места. У меня есть сальхов, я отдельно его тренирую, прыгаю. После старта в Будапеште пыталась вставить его в программу, но он был нестабилен. В Италии Хромых прыгнула 2 четверных тулупа, но к чемпионату России она тренирует тройной аксель и четверной сальхов». Как отметила фигуристка, с тренерами было оговорено заявить на этап Гран-при тулуп, так как он получается стабильнее сальхова, говорится в статье. Планы включить тройной аксель в короткую программу. Время идет, его нужно тренировать. Между тем Хромых рассчитывает повысить уровень прыжка. С тройным акселем все пока что не так хорошо. Я перед Будапештом и вплоть до Гран-при в Италии приостановила работу над ним, но сейчас готовлюсь возобновить. Время идет, его нужно тренировать. В короткой программе он нужен. Тем самым фигуристка намекнула на включение этого прыжка уже в короткую программу.
Хромых заняла 4-е место на чемпионате мира среди юниоров в 2020 году, но быстро упрочила позиции в своем дебютном сезоне на взрослом уровне. Она победила в Будапеште и заняла 2-е место в Италии. Другим российским фигуристкам, Ане Щербаковой, Александре Трусовой, Елизавете Туктамышевой и Камиле Валиевой, которая тоже дебютировала в этом сезоне во взрослых соревнованиях, теперь нужно иметь в виду Майю Хромых. Ученица Тутберидзе Алина Загитова дебютировала в олимпийском сезоне и стремительно поднялась на вершину фигурного катания, завоевав золотую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году в возрасте 15 лет. Сможет ли Хромых повторить ее достижения? С тройным акселем и четверным сальховым она может претендовать на участие в играх в Пекине. Комментарии японских читателей. В последнее время российские фигуристки уже в подростковом возрасте делают мощные прыжки, но потом через год-два заканчивают карьеру, поэтому совершенно не запоминаются. Борьба настолько ожесточенная, что никто не думает о безопасности. Та же Валиева не хочет допускать ошибок, ведь следующий шанс будет только через 4 года. Российские фигуристки выходят на пик формы в 15 лет, теряют ее в 17 лет и заканчивают карьеру в 19, поэтому их жизнь сильно меняется в зависимости от возраста, в котором они участвуют в Олимпийских играх. На соревнованиях при макияже россиянки очень красивые, но если посмотреть их фотографии в Instagram, например, без макияжа, это же дети. Если у россиянок будет в арсенале тройной аксель и четверной прыжок, у японских спортсменок шансов не будет, только рассчитывать на ошибки соперниц. 15 лет – тот же возраст, что и у Загитовой в Пхенчхане. Необходимо избавиться от предрассудков и оценивать спортсменок с точки зрения техники и артистизма. Если федерация решила, что на взрослом уровне можно выступать с 15 лет, значит надо уважать эти правила и следовать им. В России крайне жесткая конкуренция. Если фигуристку не берут на Олимпиаду, то шанса у нее уже не будет. Поэтому они так легко справляются с давлением. В женском фигурном катании успехи молодых российских спортсменок поразительны. Кроме того, тот факт, что новые фигуристки поднимаются на пьедестал в тот момент, когда мы только начали запоминать имена победительниц из России, говорит о глубине состава российской команды. В Японии совершенно другой подход к подготовке фигуристок. Если у нас использовать методы Тутберидзе, правозащитные организации тут же поднимут шумиху. Необходимо учитывать эту разницу и взращивать спортсменок соответствующим образом. В России намного глубже кадровый состав. Даже не хочу думать о том, сколько слез пролито, чтобы добиться такого блестящего исполнения. Удивляет то, как такие хрупкие создания могут так мощно кататься и выступать на таком высоком уровне. Доминирует ученица Тутберидзе. Я считаю, что фигурное катание необходимо реформировать. Это не значит, что Этери и ее фигуристки плохие. Они просто готовятся точно и рационально, чтобы получить наилучшие результаты при нынешних критериях оценки.